Друзья, всем привет! Сегодня пообщаемся на тему ошибок, которые я допустил в первый год своих инвестиций. И специально выписал, может получится 6, может чуть больше, может по ходу что-то вспомню. Но давайте сразу уже переходить к ошибкам. Первая ошибка – это активно дергать портфель. В первый год, когда я вспоминаю, что я делал с портфелем, я бы даже не назвал это портфелем. Скорее всего, это какой-то был инвестиционный пакет, даже кулек какой-то целлофановый. То есть, по сути, там ничего толком не держалось. Я покупал все, что говорил кто-то, блогера слышал, он говорит, все это растет, я это покупаю. Потом этот блогер говорит, я это продаю, но продаю уже к себе с минусом. В общем, какое-то постоянное дергание, путанина, и как-то было совсем некомфортно. И ты носишь с собой не портфель с ценными активами, а действительно какой-то рваный кулек, который просто ты бросаешь туда деньги, и эти деньги куда-то по дороге теряются. И это была ошибка моя, она заключалась как раз в том, что я не знал, во что инвестировать, я не знал, как инвестировать, и, конечно, потерял там, скажем так, получил достаточно много опыта. И теперь я понимаю, конечно, что если у тебя есть твой портфель инвестиционный, да, то нужно понимать, какие активы ты собираешься набирать, да, в какой промежуток времени, на какое количество ордеров ты хочешь это все поделить, свою сумму, да, и покупать постепенно, потихонечку, и, собственно, определить для себя правильные активы, в которые ты собираешься входить. То, к чему я пришел сейчас, и для меня это стало теперь очевидно. Но на самом начальном этапе я, вот, не следуя тому правилу, которое я только что сказал, я реально потерял первые деньги и чуть не выпал с рынка полностью, потому что была у меня ситуация такая. Ты постоянно инвестируешь, ты постоянно теряешь и постоянно оказываешься в ситуации, что твой портфель оказывается в минусах, и ты не понимаешь, что с этим делать. Вроде бы ты смотришь за человеком, который говорит, что вот сейчас будет все классно, а по факту ты теряешь. И это была ошибка. Ошибка заключалась как раз в том, что базово необходимо разбираться хоть чуть-чуть в том, во что ты инвестируешь, ну и для чего ты в это инвестируешь. Вторая ошибка – это эмоциональные покупки. Друзья, вот это вот реально самая чуть ли не большая беда во всех инвестициях, когда ты видишь какую-то красивую, упакованную, знаете, там, актив такой с бантиком прям нарисованный, просто смотришь, думаешь, ну вообще прекрасно, сейчас как зайду, сейчас как даст, ты заходишь, а это в итоге оказывается пшик, да, гнилой какой-то фрукт, гнилой овощ, и я оттуда так ношу с собой уже правило теперь: выбирай свои активы как овощи или фрукты на рынке. То есть ты подходишь к активу и смотришь, это что вообще из себя? Это картофель. Если это картофель, он гнилой, не гнилой. Стоит он своих денег, не стоит своих денег. Может, он сейчас переоценен. Может, он завернут в упаковку какую-то, знаешь, которую блестящую, разрисованную, а по факту на самом деле это просто вообще не картофель, а вообще что-то другое. И, в общем, надо разбираться, что это ты вообще, во что ты инвестируешь. Вот что важно. И эмоциональные покупки, они просто убивают портфель, убивают любую инвестицию, потому что чем мне нравится, кстати, вот недвижимость, чем мне это нравится, или там земля, или то, во что ты можешь инвестировать, скажем, там, на каком-то длительном промежутке времени. Вот если ты решил там квартиру свою продать, то тебе, чтобы ее продать, необходимо несколько месяцев, да, или месяц. Чтобы землю продать, то уже там недельку, полторы, две, месяц может. Тем, что пока ты дойдешь до самой сделки, ты 1000 раз подумаешь, надо продавать, не надо продавать, и это классно. Но когда ты имеешь доступ непосредственно к рынку, когда ты вот прямо сейчас можешь купить, прямо сейчас можешь продать, и когда ты включаешь эмоции, ну это беда, когда ты не умеешь этим всем управлять. Это беда, потому что ты в итоге придешь к тому, что у тебя будет эмоций много,
а денег окажется не так много, и не хватит удовлетворить все твои эмоции. И поэтому рынок – это та штука, где эмоции нужно выключать. Я на начальном этапе на этом потерял крупную сумму, потому что я инвестировал тогда, когда очень хотелось, а очень хотелось тогда, когда оно все росло, оно растет, 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 и думаешь, боже мой, наконец-то я встретил вот эту вот кнопку бабло, которая сейчас мне будет давать. А когда я заходил, оказывалось, что все уже, актив переоценен, и он шел в свою коррекцию. А я думал, да что ж такое, как все несправедливо, я только зайду, оно уже падает, только зайду и падает. А весь прикол заключался в том, что я видел только вот эти вот активы, которые, вернее, я не видел этот период накопления длительный, который мог длиться год, несколько лет. Я видел активы только те, которые вот уже росли, и входил тогда, когда они росли, понимаете? И в этом проблема вот заключалась. И особенно вот здесь эмоции распирают, когда тебе кажется, что ты видишь рынок зеленым, тебе хочется проинвестировать, и я на этом терял много средств. И потом в какой-то момент понял закономерность, понял, что не следует входить тогда, когда рынок растет, а следует тогда входить, когда рынок пошел уже вот в эту вот коррекцию. Вот тут уже имеет смысл набирать, а не так, как делают все. Тут покупаем, да, а тут продаем. Вот так я делал, так не работает, так теряем деньги. Это было второе правило, к которому я пришел, что точно не нужно делать. Третья ошибка – забывать о покупке в несколько ордеров. То есть раньше как это происходило? Актив увидел, покупаем на всю котлету, на 100% сразу нагребаем, и потом сидим, думаем, вроде бы сделал все правильно, вроде бы купил, когда нужно, а что же делать дальше? Так это не работает, потому что когда ты заходишь на 100%, тогда на 100% конкретно вот этот актив начинает управлять тобой. Да это неправильно, так не нужно делать. Это сейчас, конечно, я понимаю, но тогда я этого не понимал и терял деньги на этом. Сейчас я пришел к тому, что есть у меня там 3-4 ордера, по которым я захожу в позицию. Что мне это дает? Мне это дает, что я уже не с эмоциями подхожу к позиции, к покупке позиции, а я уже без эмоций подхожу, потому что вот этот ордер я там могу зайти по рынку первый, а вот эти уже 3 ордера я выставляю там цену по доллару, по 50, там по 30 центов, разбираюсь, смотрю по графику, что может дать вообще эта позиция, и выставляю непосредственно себе вот такие вот ордера. И тогда я понимаю, что даже если я где-то на эмоциях пошел, выставил какую-то цену по определенной, ордер по определенной цене выставил, то на следующий день я проснусь, проанализирую снова и переставлю его, если что. И таким образом я захожу в позицию в несколько ордеров, и моя средняя точка входа, она приходит к максимально такой самой оптимальной, а не так, как раньше было, что вот я позицию увидел, вошел в нее на 100% сразу, и дальше сижу, а повезет мне, когда следующие деньги поступят, и я закуплюсь подешевле, или не повезет, и когда мне деньги придут, там позиция вырастет еще в несколько раз. Вот это была моя, друзья, ошибка. Переходим к следующей ошибке. Четвертая ошибка – слушать рекомендации других, особенно тех, которые не понимают, что у тебя происходит в портфеле и вообще какая у тебя стратегия. Дело в том, что у каждого своя стратегия, если человек уже долго находится в рынке, а еще по секрету скажу, не у всех она и есть, если честно. И представь, когда ты слушаешь человека, который не имеет стратегии, и он тебе говорит, когда все растет, он говорит, покупай. Когда все падает, он говорит, продавай всё. И ты его так слушаешь и думаешь, наверное, человек понимает, а он не понимает ничего. И в данном случае в первую очередь нужно ориентироваться на себя и понимать, что ты делаешь вообще в этом рынке, потому что тот, кто тебе что-либо рекомендует, да, тут же надо понимать, на что он вообще опирается. Он тебя учит, или если учит, окей, в данном случае он берет на себя какую-то ответственность. Окей, можно его слушать, можно его отследить по каким-то предыдущим поступкам, можно сделать выводы. Но в большинстве случаев, лично за себя скажу, я слушал рекомендации других, как мне казалось, людей, которые разбираются в рынке. По факту они не разбирались в рынке, а терял деньги я. Не знаю, они теряли деньги, не теряли, но по факту я терял деньги. Я пришел к тому, что это неправильно, когда ты слушаешь мнение других и не опираешься на свои какие-то принципы, вот это вот неправильно. На этом деньги я терял, понял, что это неправильно, и пришел непосредственно уже к своей стратегии, собственно, о чем я и делюсь в своем телеграм-канале. Поэтому, если тебе это интересно, обязательно подписывайся на мой телеграм-канал «Дневник активов». Стараюсь показывать там максимально
полезную информацию. Движемся дальше. Пятое. Следовать за массой. Вот это, кажется, что если масса идет в одну какую-то сторону, то это правильная сторона. Почему так? А потому что мы боимся оказаться один на один, да, когда от нас отвернутся, это еще с каких-то там средневековых времен, то есть нам нужно обязательно принадлежать к какому-то стаду, к какой-то массе, группе людей, и это меня сбивало очень сильно, потому что я шел за массой, а большинство, что, как оказалось, потом мне оказалось, большинство всегда теряет. И именно поэтому на рынке тот, кто зарабатывает деньги, это меньшинство. То меньшинство, которое способно ждать, которое способно выдерживать, пережидать времена просадки. Я тогда этого не знал и шел за массой. Как я уже говорил, масса покупала, я покупал, масса продавала, я продавал. Я думал, в этом есть смысл, оказалось, смысла в этом никакого нет. То здесь это просто руководствуются люди обычным человеческим животным страхом. То есть, когда все растет, классно, настроение прекрасное. Когда все падает, настроение не очень, не хочется быстренько что-нибудь скинуть, как-нибудь быстренько это убрать от себя. Ну, зафиксирую минус, ничего страшного, оно же будет когда-нибудь расти. Ну, а по факту потом вот эти все разные итерации происходят туда-сюда, туда-сюда. Капитал теряется, рынок превращается во что? В казино, в скамину и так далее. Это я понял и пришел. Кстати, это такой больной опыт, потому что могло выбить с рынка. Мог навсегда выйти, разочароваться в этом всем, понять, что это не для меня. Поэтому, друзья, вот если вы так делаете, не делайте. Можно оказаться вне рынка. Поэтому, друзья, вот такая ошибка, она может привести к непозитивным результатам. Шестая ошибка – не инвестировать, потому что нету 100 тысяч долларов, нету миллиона долларов, нету там десятков миллионов долларов. Кажется, что инвестиции – это для богатых. А почему не богатые становятся? Потому что они начинают инвестировать там с нуля. Ты 5 долларов, 10 долларов первые. Да, это я уже наперед забежал. Вот это у меня было убеждение такое. Боялся даже начать думать. Подумают обо мне, я инвестирую там 5 долларов. Кто подумает? Кто вообще будет об этом знать? Я не думал об этом. Но у меня было такое убеждение. Я думал, сейчас как заработаю денег, как приду, как начну инвестировать. И хорошо, что я не пришел тогда, когда пришли какие-то основные большие средства, потому что тогда бы я их потерял точно. Тогда я пришел, я уже понял, что в какой-то момент я понял, что это фигня, это все не работает, надо приходить, разбираться в принципах, как это все функционирует. По факту скажу честно, с 5 долларов, 10 долларов достаточно уже начинать, чтобы понять принцип, как это все работает, как это в реальности все функционирует. И тогда будет нормально. А как происходит? Человек думает, вот сейчас как будет вот эта вот сумма, а в большинстве случаев это происходит, потому что человек как-то оттягивает, по какой-то причине не хочет разбираться там в инвестициях и так далее. И он в этот момент собрать вот эту сумму, он будет оттягивать всю жизнь. Ну, знаешь, как в история. Вот было бы у меня что-то, я бы как сделал бы. А у него никогда не будет этого, потому что он понимает, сейчас у него это будет, ему придется это делать. Ему надо это 300 лет. Пусть создам себе лучше определенные рамки, в которых я как бы и ошибок не буду допускать, а мне не дали деньги, да, так я и не буду инвестировать. А если бы дали, я бы инвестировал. Так вот, про себя скажу, все это фигня, на самом деле. Я потом понял, что, рано понял, что можно начинать с любой суммы, и необходимо начинать как раз-таки с любой суммы. Мои первые инвестиции, они были в обучение, потому что я понимал, что, позволить себе много инвестировать я не могу, тем более я не знал, как инвестировать, а прям такого гайда мне не было, чтобы мне кто бы дал, как это все делать. Поэтому первые деньги я инвестировал в знания. И дальше я уже начал по чуть-чуть инвестировать. Я, как сейчас помню, по-моему, отправлял первые 100 долларов в акции, хотя можно было и, в смысле, на Interactive Brokers отправлял 100 долларов, потом в крипту еще там первые тоже 100 долларов, хотя можно начинать было и с 5 долларов. Для меня казалось, 100 долларов это будет нормальная сумма. Так вот, в общем, ты когда инвестируешь маленькими суммами, вот эти первые как раз суммы, они будут для тебя самыми значимыми. Когда ты будешь историю смотреть своих инвестиций, ты будешь смотреть, вот у тебя будет там где-то 5 долларов, самые там первые заходы 10 долларов, потом ты дойдешь, у тебя будет и по 1000 долларов, и по
5000 долларов, и по 10, и так далее, и так далее. Но вот эти вот 5-10 долларов, они будут такими значимыми, такими сладкими для тебя, потому что ты будешь вспоминать и думать, блин, как мне тогда было сложно инвестировать эти 5-10 долларов, а как сейчас легко инвестировать там 5-10 тысяч долларов. И в общем, если бы не было вот этих первых 5-10 долларов, то не было бы следующих бы 5, там, 10, 20 тысяч долларов. Это я сейчас к этому пришел. Но вначале меня это убеждение ступорило, что нужно большие деньги для этого всего. В общем, давай подытожим. Начинать инвестировать стоит прямо сейчас. Не нужно искать лучшего момента, а следует прямо уже сейчас начать порегистрироваться на криптобиржах, зарегистрироваться в том же Interactive Brokers в акциях и уже сегодня, там, завтра попробуй там 5-10 долларов первые инвестировать. Как инвестировать? Переходи в мой телеграм-канал «Дневник актива». Там в закрепленном комментарии есть для тебя подарок. 5 бесплатных уроков по криптовалюте. Переходишь, проходишь, и после этого у тебя есть базовое понимание, что делать дальше. А дальше следи за моим телеграм-каналом «Дневник активов». Там я делюсь своим опытом, своими сделками. В общем, будем на связи. Подписывайся на этот YouTube-канал и подписывайся на телеграм-канал. Ну и забирай свой подарок в закрепленном комментарии в телеграм-канале. До связи.